Добрый день всем! Продолжаем прохождение Fallout 4 вместе с моей любимой персонажихой Ковбойнеркой. Сегодня мы с вами направимся по первому заданию Гаврика, который посылает нам помочь поселенцам в области Уолден-Понт. Там по пути мы сделаем и посетим много различных интересных мест, которые тут находятся. Возьмем журналку, очень нужную, которую я вам покажу. Ну и продолжим вкладывать очки. Сегодня мы с вами будем поднимать пистолет. И критический урон от пистолета для того, чтобы наносить больше урона. Также я очень хочу повысить сложность. У нас стоит обычная, а мы поставим высокая для начала. И посмотрим, как будет ощущать себя персонажиха при повышенном уровне сложности. Петровна тут вовсю раскидывается мисками, то есть ведет нормальную собачью жизнь. Перед началом записи я выкинул все лишнее из своего чемодана заплечного. И мы с вами можем приступать к выполнению наших заданий. Для начала мы соберем то, что здесь валяется бесхозным. Есть тут пара таких мест интересных, где можно, в принципе, неплохо прибарахлиться. Дай бог память. Сейчас мы с вами их найдем. Ну, первое широко известное место здесь, где летает вдутень. Заметьте, Петровна не наносит практически никакого дамага. То есть, как я и говорил, является практически бесполезным предметом местной обстановки. Так что, как я и обещал, отправим-ка мы ее после этого на охрану общественного порядка в нашем селе. Так, вот здесь, у подножия непонятно чего, валяется ящичек со стимулятором и очищенной водой. Также здесь же лежит несколько банок этой же самой очищенной воды. Ну и растут всякие дикие мутафрукты, которые нужны, ну и прочая же ботаника, которые нужны нам для производства наркоты и получения с этого дохода. Так, вот тут удачно упавший сундучок. Не знаю, откуда он упал. Может, им кто-то выстрелил. Где мы берем? Так, вот можно нажать клавишу R, предварительно посмотреть, сколько чего будет стоить. В общем, в принципе, ничего интересного здесь нет. И брать мы этой ерунду не будем. Также тут где-то валялся сейф, который я почему-то не нахожу. Ну ладно, не будем терять времени. Пойдем-ка мы дальше.
В сейфе, конечно, там есть пары предметов низкой степени полезности. Вот с увеличением уровня сложности, короче говоря, падает дамаг от нашего пистолета. Что не есть гуд. Но с другой стороны мы будем получать больше опыта. Здесь вот замечательное место для расстрела этих диких собак. Подойдем поближе. Вот у нас сработал наш перк, который восстанавливает нам при убийстве все очки действия. В принципе, мы можем, конечно, уйти в стелс, но пока я не вижу смысла в этом. В стелсе, в принципе, повысится наша меткость, урон и шанс крита. Подбили. Вот тут находится еще самая ближняя к нам ферма, куда мы и занесем медальончик, который мы нашли в предыдущей серии на радарной станции. Тут ходит мужик, косящий под крутого Уокера. Сами сейчас увидите. Вот он. That's close enough, stranger. We're a peaceful farm. We don't want any trouble. It's okay. I'm friendly. If you say so, but be warned, we're on. Let me tell you, farming ain't easy. Так что давай без давай. Так, быть фермером Farming's херово. hard work. Won't argue with that. Blake Abernathy. Yeah, you could say that. Good to see a new face. How about you? Ever think about... Не-не-не. Digging the dirt all day. No thanks. You're a wiser woman than me. Word of advice, though. Да я и помню Why о do all the чем-то. hard work when you can just И take красивее what you во want at многом. gunpoint? So stop crying about it and stand up for yourself. Lady, you must be. You don't stand up to her. Last time those raiders hit us, my Фига, daughter не Mary местные. tried to stand up to him. Now she's buried. Ну, That's самые why we местные need на the свете. Minutemen back. There's nothing worse than losing a child. Believe me, I know. I'm sorry. Я to его hear не you раз say терял so. в I don't магазине, have much to offer. на But улице. those raiders that killed me, if you could get it back, I took care Мудален. of some raiders earlier. I think I found the lock. you serious? I'm sure she'll go lean on her prices after what you've done. And feel free to use our workshop. At least Это хорошо, что ты понимаешь, что передо мной в долгу. Так. Побежали дальше. Вот там какой-то фургончик чернеется. Сейчас позырим, что там есть на этот раз. Обычно здесь ничего так особо хорошего не бывает, ну, а вдруг? Здесь может сохраниться. О, стимулятор. Рад X. Да не, нормально так. Он еще патрон. Так, Петровна. Отвали я. Теперь продолжаем наш бег. Под вышкой лэп тоже, насколько я вижу, встречаются всякие неплохие вещички. Эй, зеленый, тут с собаками гулять запрещено. О, догрызла. Ты смотри. Зацениваем стоимость. 32 не берем. Так, 45-й калибр очень полезный калибр.
Его брать я вам дико рекомендую. Далее, тут такая вот хижинка есть, где лежит мертвая жертва залета. Почему мертвая? Сейчас я вам включу ее голозапись, где она полчаса будет рассказывать о том, как она поверила, а ее, как всегда, обманули. Самое главное, тут должна валяться журналка. Вот она валяется. Вот. Руководство по выживанию в пустоши. Атаки в ближнем бою наносят вам на 5% меньше урона. Класс. 5% это, конечно, не 50. Ой, да, мы вот жертва залета, да, мы ее запинали тут немножко. Сейчас поставим вам голозапись. И пока будем бежать, вы можете послушать. Прослезиться, поплакать, посочувствовать. October 22nd, 2077. I finally told them tonight, and it was В общем, ее из дома еще выгнали. real bad. Dad was shouting, telling me I should be Догулялась. ashamed, that I had to get out of the house. Mom just cried, and somehow that hurt worse than anything else. She didn't say a word, not even when I packed my things. I can't go to John. He doesn't even know yet. Maybe he'll never know. If it weren't for the cabin, I wouldn't have a place to sleep. Just need some time to think. Last time I was here, I Не was just a хихикай, little girl Петронов. playing clubhouse in this old Тебе все cabin. равно ничего не достанется. Now I'm really scared. Will anything ever be right again? Уровень. Это очень и очень здорово, так как мы сейчас повысим дамаг от пистолета. Чтобы все не было так плачевно, как в предыдущую битву со вдутнями. Далее, как я уже говорил, мы с вами будем прокачивать криты. Так, Савант у нас на 11-м, а криты мы можем взять сразу. Что мы и сделаем. После чего, в принципе, можно будет вкачать сопротивление урону. Или пойти вот сюда, в интеллект, для улучшения урона нашего огнестрельного пистолета. В принципе, мы сейчас подумаем. Конечно, урон сократить никогда не вредно, но в принципе, если мы будем аккуратно использовать стелс, лучше вложиться все-таки сюда. Ладно, будет видно. Тут почему-то хранилище лодок находится. Хотя, куда здесь спускать лодки, я, честно говоря, не представляю. Из врагов тут зомбики. Так, пробуем. Не, нормально стал. Правда, с 3. Но для начала игры прокатит. Повышать уровень сложности игры мы будем и дальше, только не сразу, а постепенно. Так, жуткое дело.
brother here. This whole deal with Eddie is wicked shiesty. I mean, what kind of business partner threatens to kill you if the deal doesn't go his way? We are in way over our heads, man. Так, ядреные батарейки берем. Кстати, смотрите, вот если оббежать вот эту тут сыроюшку, да, то вот с этой стороны находится еще один тайнюк с патрончиками. Также можно найти здесь еще одного поселенца с 53 крышками. Богатенький такой, Буратино. Так, что еще здесь можем взять? Так, спортивные костюмы брать не будем. Видели мы ваши спортивные костюмы. Так. Здесь тоже очень неплохая такая каморка. Где мы находим коробку сигар. Странно, зачем они, кстати говоря, ввели в игру сигареты и сигары, когда персонаж покурить их не может. Хочет и не может. Это садизм какой-то. А так, моя ковбойнерка, как тетушка Чарли из Бразилии, где много-много диких обезьян, с удовольствием закурила бы сигару, ну и выпил что-нибудь. Чего время терять-то? Так, вот смотрите, здесь лежит для тех, кто играет молотками, ключами гаечными, вилками и прочим холодным оружием. Здесь лежит Грогнак Варвар, который повышает то есть урон от критических ударов с холодным оружием и без холодного оружия, в общем, в принципе, на 5%. В принципе, неплохо. Но, я повторюсь, играть холодным оружием я не собираюсь. Алюминиевые баночки. Так, забрав журналку, мы с вами продолжаем прочесывать местность. Собираем то, что нам может пригодиться. Повторюсь, планшетики — это пружинки и винтики. Так что, несмотря на невзрачный вид, собирать я вам их рекомендую. Кофейники тоже можно, кстати, брать. Вещь хорошая. Это не только кофе, но и источник различных более-менее полезных ингредиентов. Так, продолжаем шерстить амбар. Упал бедненький. Споткнулся, наверное. Из всего барахла у него только бильярдный шар. То есть пользы в хозяйстве от него никакого. Никакой, то бишь. Никакого толку. Так, отвертки оставим. Надо же чем-то местным пацанам подкручивать, прикручивать, подтаскивать и оттаскивать. Так, сюда мы перепрыгнем позже. Масленка. Банка. Эту банку мы брать не будем. Так, чтобы перейти вот сюда, просто бежим по крыше и изображаем из себя Карлсонов. Так, Петров, иди отсюда. Так, далее.
как мы ловко перескочили-то вообще. Эх, спортсменка ты моя. И комсомолка. И вообще красавица. Так. Если мы взяли ключи, а мы их взяли, тут можно залезть вот в этот фургон. Ничего тут особо полезного нету, но приятно все-таки. Так, вот этот карабинчик мы возьмем и разберем его на запчасти. Так-то он нам не нужен. Но вот прицел можно будет установить потом на снайперскую винтовку. Что когда придет время, мы и исполним. Так, далее по курсу. У нас вон там будет одна небольшая ферма, которую нам потом заставят зачищать гаврик. Так что мы не будем ждать, пока он нас заставит. И наведаемся туда сами. Там лежит супер-пупер журналка, которая позволит собирать убитых нами животин по 2 куска мяса. Что не только полезно в плане экономии лекарств, но и принесет нам вдвое больше опыта заготовку. Вскроем ящик инструментов. Обычно здесь, конечно, ничего не бывает. Sweet. Ну, а вдруг? Да чё тут хорошего, родные? Ничего тут хорошего нет. Так, здесь какое-то строение. Типа сарай. Заглянем. Так. О, кола там была, да? Колу мы возьмем, а вот и пиво возьмем. На всякий. Ничего здесь больше хорошего нет. И мы с вами продолжаем бежать до той супер полезной фермы. Вон там впереди у нас виднеется мост. Сюда залезть нельзя. Вниз идти неохота. В принципе, там и нет ничего хорошего. Внизу-то. О, это еще что-то. Это тугуду припелся. Вот тугудумские коты, как кони, то бишь, они прикольные, а вот тугудумские псы как-то не особо. Вредные они какие-то, на людей бросаются. Так. Очень бы хотелось сегодня получить квест на Корвегу. Но не факт. Так, о. Ну, давайте ему хотя бы осколочные мины, что ли, бросим. Hey, buddy. Take him down. You're mine now, rookie. Сам-то руки вон. Я, может быть, ноги. Бабах? Ой, ю. Нет, не бабах, слава богу. Так, видите, они, в принципе, здоровье нам отожрали. Ну, опять же, это ничего страшного.
Возьмем немного кожаной одежды. А главное, возьмем осколочную мину. Она нам еще пригодится. Интересно, что за баллончики у них сзади вообще? Это чтобы не загрязнять природу телесными газами? Тогда да. Тогда уважаю. Так, здесь у нас ничего не открывается. Значит, вот она, коммуна. Вечерние приливы. Мы ее быстренько зачистим. Для того, чтобы выполнить квест Гаврика. И самое главное, для того, чтобы взять полезную журналку. Так, стоять. Иди отсюда. Как показывает практика, кстати говоря, стрельба из ватса наносит меньше урона, чем стрельба без ватса. Но у стрельбы из ватса есть другие приятные бонусы. 5 беличьи сухарики. Видимо, белок в окрестных лесах навалом. Там ходит какой-то робот. То ли обдолбанный, то ли укуренный, то ли пьяный вообще на самом деле. Но он безобидный, поэтому пускай ходит. Так, вот в туалете у нас тут лежит коробка со шпильками. Вон. Ходит, страдает что-то. Got it. Ага. Тут легендарный таракан. Видим, давно тут живет. О, а вот это 5, ребята. Улучшенная ватс-рейдерская броня для туловища, уменьшение расхода ОД ватс на 10%. Сейчас мы ее и напялим. И это нам даст офигительную экономию. О, да, родной. Очков действия в ватсе. Кисть. Возьмем. Вдруг нужно будет покрасить что-нибудь. Или нарисовать. Так вот, зачем я бильярдный шар взял, я не понимаю. Продолжаем зачищать тут все, что под руку попадется. Блин, я же завидую. Такие вопли счастливые. Так, куку-гри. Да, после того, как мы прокачаем криты, будет гораздо веселее. Ну стой ты сразу обниматься. Дай ботинки с ней. Так, вот парик помпадур. Кстати, добавляет нам харизмы. Угу.
можем с вами его напялить. И посмотреть в табличке, что харизмы у нас стало еще больше. Так, позырим, как мы выглядим. Ну... Эх, на что только не пойдешь ради искусства. Так, тут валяется поселенец. Они прям как мусор валяются везде. И вот Петровна. Hey, Иди-ка сюда. over here. Bingo. Вот оно. Руководство по выживанию в пустоши. Нашли выпуск, который нам добавляет по одному куску мяса с каждого животного. Также сундучок. И вот на что хочу посмотреть. О! В принципе, это можно, конечно, будет взять под 45-й калибр. Да. Это мы просто возьмем для того, чтобы продать. А снайперку будем мастерить все-таки из 45-го. Все равно у нас с вами идти в 81-е убежище за самой лучшей броней. Это мы чуток попозже сделаем. Пока у нас ни средств, ни, честно говоря, желания туда ходить нету. Ага. Теперь мы можем использовать мастерскую. Остается один вопрос. Зачем нам ее здесь использовать? Так, здесь все ушли на фронт. А тот, кто не ушел, умер со стыда. По-моему, нам здесь остался один гуль. О, и таракан. Кстати, сколько мы места взяли? А, не посмотрел. В следующий раз посмотрю, чтобы вам показать. Не, журналка, ей-богу, стоящая. Берите, не глядя. Все это мясо можно готовить и очень даже не кисло продавать. Еще один источник дохода. Весит оно мало. А пользы от него много. Так. Игрушечная машинка. Как это все трогательно. Так, куда нам надо идти? Ага, вот. Ладно, пойдемте закончим задание Гаврика. Надеюсь, он нам даст проход. То есть, кстати, это запрос на Корвегу. Там нам как раз по пути будет, так как мы собираемся идти и знакомиться с подземкой. Подземка, ребята, это самая выгодная фракция в самом начале игры. И знакомиться я с ней рекомендую как можно раньше. Так как она дает обалденную плюшку на улучшение брони, которая позволит нам при минимальных вложениях бегать в простой обычной одежде с броней, соответствующей практически силовой. И что самое приятное, не греметь, так сказать, при ходьбе или при беге. О, это моя любимая обезьянка. Ненавижу ее. Так, здесь они ничего не припасли. Здесь крышечки.
Здесь вот записка для Твиза. Ну, короче говоря, все понятно. Твиза здесь, видимо, не любили. Don't think I can pick Очень this. сложно. Мы, в принципе, открывать ее и не будем. Ну, вот только плитку возьмем. Чисто тушенку разогреть. Самодельную бомбу обезвредим. Глобус, сами знаете, чего подымем. Так-то чисто стелсовым билдом играть, конечно, можно. Это и приятно, и просто, и быстро. Nice. Но как-то так все-таки не по-человечьи. Даже если поставить выживание местное, любой стелсовый билд будет разносить врагов с легкостью и непринужденностью. А это как-то не совсем честно, я считаю. Поэтому пользоваться стелсом мы, естественно, будем. Но не всегда. Так, здесь у нас опять же можно послушать, что здесь жил какой-то известный. Сейчас послушаем, кто. Ну ты дальше говорить будешь? And welcome to Walden. You are now standing in front of the cabin. You are now standing in front of the cabin inhabited by Генри Дэвид transcendentalist Торо. writer and Хер его philosopher знает, кто это. Henry David Thoreau. Starting in the summer И of в том, что он здесь жил, я не 1845. виноват. Так, бутылка бурбона. Берем. For 2 years, 2 months, and 2 days, Thoreau lived in this cabin, hoping to gain a more objective understanding of Тут society. есть эдакое подземелье, This experiment was куда мы с вами и наведаемся. Кстати, да, для любителей махать этими столовыми вилками, ножами и прочим холодным оружием, я рекомендую очень сюда зайти, вот в этот подвальчик, так как тут валяется легендарный гаечный ключ. По крайней мере, у вас хоть ключ будет легендарным. So this guy made sure he had everything he needed. Так, тут вот пацаны. Camping trip. Медведь. Почему медведь? Типа потому, что мы вот в этой дырище же. Так, выкидной нож оставим. О, ребят тут развлекались, я смотрю. Так, в основном тут всякое говно. Так, короткий охотничий карабин под 308. Не будем его брать. Как я уже сказал, мы будем брать под 45. Бутылка с коктейлем Молотова возьмем. Захочет Молотов коктейля. А нет. Мы все забрали. Так. Бурбон. Собачьи консервы. Жуть какая. Да, обезвреживая банки, вы получаете опыт, как видите. Так, вот здесь какие-то очень такие ребята финские. К ним можно забежать за спину, дать леща вообще, выписать пинчину. Они вот стоят и тормозят. И просыпаются только чтобы умереть. Да. В общем, как вы видите, даже не вложив ни одного очка в здоровье и в сопротивление урону, на этой уровне сложности моя персонажиха чувствует себя, ну, не прямо супер-пупер, но достаточно комфортно. Так что вкладывать очки в здоровье и в сопротивление сразу я вам не рекомендую.
Так. Пожрем тараканов. Зря, что ли, готовили. Так, это что это такое? Дробовик, кастет, дорожная, кожаная одежда. Вот кожаную одежду мы у тебя возьмем. Супер клем. А, во-во-во, смотрите. Excellent. Называется этот гаечный ключ Большой Джим. 20% шанс повредить ногу цели. Урон наносит мало. Весит, ну, тоже мало. Так что, в общем, в принципе, я говорю, что те, кто любит поиграться холодным оружием, может его прекрасно взять. Стоит он 150, поэтому мы его возьмем. Но, как сами понимаете, только для того, чтобы выгодно продать. Так, шахтерская каска. Непонятно, откуда она здесь взялась. Видимо, пока рыли эту нору. Так, крышка мина, древний глобус, сами знаете чего. Hey, Так, иди отсюда. move here. Как ты меня задолбала. Так, здесь у нас вискарь, завтрак, вискарь. Вискарь — это очень хорошо, как я вам говорил. Сейчас потом, когда вернемся домой, я все-таки перетащу станок для производства наркоты. И мы с вами займемся ее производством. Так как это и опыт, а во-вторых, виноградные ментаты. Что гораздо выгоднее. Так, ну и здесь возьмем алюминиевую банку и Lock tight. легким движением No руки. way I А, could что-то pick мы, this. наверное, не взяли, да? Тут ключ должен быть. Короткий дробовик носите сами. Да, во. Это ж мы этого не обобрали. Так, и теперь спокойно, с чувством выполненного долга, выходим отсюда. Тут неподалеку есть обалденная локация, небольшая такая, типа инста. Называется она «Продовольственный склад армии США». С самого названия сразу видно, что посетить его надо по-любому. Но этим мы с вами займемся в другой серии. Плюс ко всем вкусностям, которые там можно подобрать из предметов провианта, там же валяется еще один журнальчик, который повысит нам нашу скрытность. Что уже хорошо и целесообразно. Так, это что там за тугудум? Ага. Тугудумский пес. Видите, крит у нас достаточно слабенький. Вообще, с критом персонаж должен валить кого угодно с одного выстрела. Ну, мы как раз скоро это все поправим. Так, опять не посмотрел, сколько она нам дала мяса. Ага. Вот смотрите, собачатина 2, обычно дается 1. Так что журналка супер полезная. Так, теперь бежим к нашей любимой закусочной. Так, это что у нас такое? Ишь ты. Ты что это? Родной. Родная. Ку-ку.
кто-то и целлофановый пакет на голову одел. Симпатичный, видать. Just die! Это кто тут орет? А, это мужик его, ее иным. Да. Так, ну что, она с одним жила? Или занималась промискуитетом? Так, куда он делся-то? Алло. Мы ищем таланты. Да. Ну ладно. Помню, Скайриме Петровна тоже любила прятать трупы. Садовый стул. Хорошо, хоть не жидкий. Или, как говорят, метко говорят в народе, каков стол, таков и стул. Так, все мы прекрасно тут с вами сделали. И направляемся к нашей любимой закусочной, где не только закусим, но и сбросим лишнее барахлишко. Вечерело. Вон слева маячит Конкорд. А прямо по курсу закусочная. Так, прячем пистолет. Так, постановки на предохранитель в игре не Thanks for предусмотрены. helping us out with Trudy. Да. You did good. Sure. Конечно. I'll take a Обмен. look. Sure. Now remember, modern. Ты тут не умничай. Ты руками покажи. Так, смотрим. Зачем-то мы взяли боевой нож, боевой джим и бутылки с коктейлем, украденные у Молотова. Крышка мины отдаем. Оптический карабин отдаем с удовольствием. А вот этот карабин мы отдавать пока не будем. Так. Это кожа. Харизма 2. О. Это 5. Так. Левая рука. Это кожа. Платье с блесками. Опять же харизма. Ну, в принципе, можем потом одевать нашу комбайнерку в различные платья. Платье с блесками. Выстиранные зеленые платья. В принципе, хоть выстиранные, спасибо. Так, дальше. Арбуз. На тебя, дорогой. Кущий арбуз. Так, вино. Вот вино нам даром не нужно. Готовый завтрак нам также не особо пригодится. Жевательная резинка. Дадим ему пожевать. Очищенные водички. Скиданем. Так, у этого мы купили все то, что нам нужно. Дальше идем к Карле. Huh? Carla. Back again? Time to do business? Кар. I'll take a look. Sure. I got a little bit of everything. Она каркает, поэтому постоянно так же. Поэтому ее так и прозвали. Так. Дальше. Сдаем ненужный хлам. Вот очищенную воду. Так, пивку оставим пацанам на стол. Так, свинина с бобами. Радиация 6. О, кушай, Карла. И одну ядреную колу.
Так, записка для Твиза. Не купит она у нас эту записку не купит. Так, 5-миллиметровый патрон. Это, в принципе, оставим для фана. Чтобы потом, может быть, вкачаем тяжелое оружие. Будем подстреливать из минигана. Так, вот патрон дробовика. Держи. Да, мы сейчас начинаем широкую распродажу. Ладно, бог с ним. Так как деньги нам уже скоро понадобятся. Раньше я так проходил, ничего не продавал, только выменивал. А сейчас займемся именно продажами. Близок тот момент, когда мы пойдем в убежище 81 за офигительной ручной броней, которая стоит, если память не изменяет, где-то в районе 25 тысяч крышек. И вот на нее-то мы сейчас с вами и копим. Вот, кстати говоря, 44-й калибр нам вообще не нужен. Топливо для огнемета тоже. Ядреная батарейка. Не, ну это мы пока погодим. Че это мы зависли, что ли? Зараза. Так, что-то мы напрасно это пообещали на ней жениться. I've got a few minutes to browse. A little bit of everything. Так, 38-й калибр. Давайте мы продадим ей 308-го калибру, точно взвесив его в граммах. Вот. Вот теперь все правильно, все справедливо. И драться не из-за чего. Так, ребят. Дальше, пока в этой серии мы не пойдем, тупо вернемся к Гаврику и сдадим ему квест, который будем выполнять в следующей серии. Следующая серия у нас будет насыщенной. Обещаю. Сейчас Гаврик все-таки, надеюсь, даст нам квест на Корвегу. И в следующей серии перед Корвегой мы с вами сходим как раз на продовольственный склад. Чего тянуть? Идти туда надо. И причем пойдем мы туда до того, как направимся в Корвегу. Все-таки улучшенный стелс в Корвеге нам лишним не будет. Дикий мутафрукт. Кукуруза, вот, кстати говоря, надо кукурузу обязательно посадить. Нам с вами вообще надо посадить кукурузу, тошку и мутафрукт. После чего мы будем чувствовать себя счастливыми и независящими от внешних обстоятельств, так как с помощью этих ингредиентов мы с вами будем производить клейстер, который требуется в промышленных масштабах. В принципе, можно клейстер долго и нудно собирать по всяким свалкам, а можно выращивать у себя на грядке, что гораздо приятнее и дешевле. Так, и тошка у нас есть. В общем, неплохо мы с вами сегодня пробежались. Кстати говоря, я хочу сказать огромное спасибо тем, кто неожиданно для меня все-таки смотрит то, что я снимаю. Мне это очень приятно. Заходите, пишите, что хотите увидеть. Ну или вообще пишите. Лайков и подписок я от вас требовать не буду.
Незачем это баловство. А так, ребят, буду рад пообщаться, ответить на ваши вопросы. Так, отскладировав всякую дрянь, мы подходим еще к одной вещи, которую я вам сегодня хочу показать. Значит, на всяком барахле, который мы поднимаем на пустошах, иногда стоят очень полезные детальки, которые необходимо, я считаю, просто снять с них и для того, чтобы потом поставить на то, что у нас появится оружие, я имею в виду. Вот, например, у этого карабина есть короткий оптический прицел. Для того, чтобы поставить этот короткий оптический прицел, вы должны потратить там определенную вообще на самом деле сумму всяких ингредиентов. И не факт, что они у вас будут. А приподняв вот этот вот идиотский карабин, мы можем этот короткий оптический прицел с него снять. Вот таким незамысловатым действием. Мы, конечно, тоже потратим чего-то, но зато у нас с вами уже будет валяться оптический прицел. Далее смотрим, что у нас тут с вами на этом карабине есть еще полезного. Вот, укрепленный ресивер. Тоже вещь очень хорошая. И которая обязательно пригодится тем, кто играет, прошу прощения, используя карабины. Укрепленный ресивер повышает урон, что всегда полезно. Длинный ствол. Вот опять же длинный ствол. Ап. И длинный ствол переходит в наш верстак. И мы можем его ставить куда угодно. Большой магазин. Опять же снимаем. Маленький штык снимать не будем. Баловствует. И у нас получается гладкоствольный карабин, который мы просто разбираем. Тут вернулась со двора мамаша Мерфи и что-то толдычит нам прямо в ухо. Так, где Гаврик? Господи, боже мой, мы же не сдали квест этим работникам сельского хозяйства. Поэтому Гаврик нам квест и не засчитывает. Так, сейчас быстренько сдаем квест. И возвращаемся к Гаврику. Так. И вам не хворать. Так, ты куда полезла? Так, мужик, хоть подожди, пока мы уйдем. А то прям бросился исполнять супружеский долг при посторонних. You find those raiders? А то... Yeah, I took care of him. No kidding. That's the best piece of news we've had around here for a good long time. So we've been talking. We decided if you came through for us, if we want things... So... My back hurts, my feet hurt, everything hurts. А сам на женщину решил забраться. Эх ты, обещалкин. И вот теперь сдаем квест Гаврику. Да, на самом-то деле после этого квеста мы будем брать Гаврика в компаньоны. Не нравится мне это. Бесит меня это. Петровна, она хоть и вредная, но молчаливая. А Гаврик будет трындеть всю дорогу. Так, Петровна, блин. Вот где пинок, а? Где пинок, блин? Так, Гаврик. Ты где? Вон он. Обходит с дозором владения свои, то есть мои. Так что пускай обходит. You know that settlement you sent me to help? They've decided to join the Minutemen.
That's great news. I knew you were the right person for the job. By the way, you should have one of these flare guns. Сам You бери can use it to сигнальный signal for пистолет. help from any nearby Minutemen. It'll get more and more useful as we get more allied settlements. Eventually, you'll have help wherever you need it. I don't think I ever told you what happened to the Minutemen. How Так, I ended up as the last one. опс. Левел. Опс. И чуть-чуть не хватило до второго. Так, если ты I готов, figured you'd tell me when you were ready. Have you heard of то the где твой пионерский Wendy галстук? massacre? Так, сейчас он What was начнет it? I thought everyone in the пытаться Commonwealth knew растрогать about меня, that. We're the рассказывая Minutemen. всякие I was with Colonel Hollis's group. жалостные We were the истории Right. only a few of us got Как it. все их We кинули. never found a safe. и перестали уважать. As long as you don't give up. I'm not about to give up. That's why I'm talking to you. Ты пробовал? Не могу я, говорит, защитить Содружество в одиночку. Так надо сначала попробовать, а потом уже жаловаться. That Спасибо. means a lot coming from you, Garvey. I appreciate that. Ага. Okay. I'll do it. Good. Good. А Don't то worry. ты I'll be right только beside you не all the прыгай. way. И на крышу не забирайся. The leader of the Minutemen. Right. Our last leader was the one good. Now it's Это нам не интересно, кто там был у вас последним генералом. I'll mark it on your map. Uh-huh. Так. Он нас отсылает на станцию Hey Аберленд. there. Is there something you need? Конечно. Идем со мной, Гаврик. Come with me. Я тебя плохому I need научу. your help. Sure thing, General. I think the folks here can manage on their own. Don't worry, dog meat. I'll take good care of her. Петровна предупредила, что проверит. Так, Петровна. Петровна будет, как я и говорил, жить здесь. В общем, все, ребят. Сейчас вкладываем очко талантов. И вкладываем мы ее, это очко, в увеличение критического урона. Чтобы не быть посмешищем для мобов и мобих на пустошах. Вложили. Урон от критических атак увеличен на 50, что, надеюсь, нам хватит. И на этой радостной и трогательной ноте я хочу сказать вам до свидания. До новых встреч в эфире. Спасибо за то, что смотрели.